Многие ошибочно полагают, что все в жизни дается легко. Успех, деньги, счастье, любовь. Но это очень вредное заблуждение. Любой результат — это продукт тысяч ошибок. Любое технологическое достижение — результат тысяч смертей и провалов. Все, что мы знаем, чем мы пользуемся, что потребляем, не было бы возможно, если бы кто-то не попробовал, не ошибся и не научился на своем опыте. В жизни каждого все устроено точно так же. Какие ошибки нужно совершить вам, чтобы понять, как устроена жизнь, чтобы легче и свободнее мыслить и относиться к жизни проще, чтобы стать счастливее? И какие совершал я на своем пути? Именно о таких ошибках, которые должны встретиться в жизни каждого, мы поговорим. Первое. Вы должны облажаться. Люди отказываются от изменений, возможностей, потому что верят, что все должно получаться быстро и сразу, получаться через комфорт, а не через страх. Но истина в том, что меняя свою жизнь, вам будет страшно, вам будет тяжело, у вас ничего не будет получаться. Но языки учатся не за 1 час в скачанном приложении на телефон. Шедевры создаются не за пару дней изучения рисования, а успех происходит не в один момент. Люди так привыкли смотреть на чужие примеры и совсем забывают, что они видят лишь видимую часть, верхушку. Они не знают ни трудностей, ни проблем, ни жертв, на которые другие люди идут ради той жизни, которой они живут. Они смотрят и считают, что все далось им легко, ведь человек никогда не оценит чужой труд, не испытав его на себе. И вы должны понимать, что прежде чем выиграть соревнования, вы должны годами тренироваться и десятки раз проиграть. 100 раз облажаться и на 101 сделать свой успешный проект, реализовать крутую идею, начать новое и так далее. Самый уверенный человек, вероятно, раньше был зажатым и закомплексованным. Самый успешный актер позорился на камеру и снимался в нелепых видео. Его бросало в тряс от страха камеры или сцены. Ведь никакого развития без провалов нет. А если бы все получалось моментально, если бы люди не проигрывали, мы бы не ценили победы. Второе. Ты должен разочароваться в себе. Ты должен разочароваться в своей ежедневной рутине, в своих ценностях, убеждениях, идеалах, кумирах и своем выборе. Взрослея, в нас меняется множество всего. Сначала мы ненавидим оливки, потом их очень любим. Сначала мы верим в сказки, потом понимаем, что они пишутся людьми. То, что работало раньше, не обязательно будет работать всю жизнь. Жизнь обязательно заставит вас меняться, но обретая нового себя, разрушается и наша старая жизнь, наши ощущения себя. Если те убеждения, принципы и та жизнь, которой вы живете, не приносят вам ничего, кроме боли, разочарования и постоянного чувства неудовлетворенности, значит, это сигнал к тому, что нужно скорее от этого избавиться. Большинство кумиров людей — это успешный продукт и маркетинг, который часто отличается от реальности, и каждый из нас поклоняется вымышленной картинке. Часто наши убеждения были нам навязаны и делают нашу жизнь хуже, ослепляют нас. А привычки и рутина большинства людей обрекают личность на стагнацию. Каждый из нас находится сегодня там, куда он сам себя привел. Все, что ты делаешь или какие действия избегаешь, привело тебя в эту точку своей жизни. Сидеть в телефоне огромное количество времени, каждый день мастурбировать, смотреть порно и курить электронные сигареты — это ненормальная жизнь. А так живет большинство. И живя подобным образом, ты ни разу не задумывался, разве это все, на что хватает твоего потенциала? Ведь можно мастурбировать 10 раз в день. Я шучу. Часто именно разочарование становится бурной точкой роста. Оно становится осознанием. Нужно разочароваться в своих идеях, планах, целях, мечтах, чтобы отсечь все ненужное, а ко всему ценному применить более реалистичный и осознанный подход. Без этого чувства неудовлетворенности ты никогда не поймешь, насколько велик твой потенциал, и ты не начнешь работать над своим развитием. Понимая свои ошибки и слабые точки, в твоей голове рисуется дальнейший план. Ты понимаешь, как с этим действовать и как не попасться в ловушку старых привычек. Ощущать разочарование в себе болезненно, и не каждый с этим справляется. Но именно оно открывает глаза на то, что пора менять, чтобы стать лучшей версией себя. Именно оно отсеивает людей слабых и тех, кто готов делать, а не говорить. И это единственно правильный выход. Если вы давно откладывали выбор профессии или не удовлетворены тем, чем занимаетесь, это никогда не поздно исправить. И будет лучше, если вы пройдете профориентацию и выберете то, что вам по душе. Такая профориентация есть у Skillbox, образовательной платформы номер 1 по качеству обучения. Перейдя по ссылке, вы абсолютно бесплатно пройдете 15-минутный тест на профориентацию, а после сможете изучить бесплатные курсы по вашей профессии. Все курсы включают в себя углубленную практику, что приблизит вас к опыту реальной работы по любому направлению, от программирования и дизайна до съемок кино и написания музыки. Вас будут не только обучать спикеры из крупных компаний вроде Сбера и Яндекс, так и практика будет проходить на брифах от ВК, Сбера, МТС, S7 и многих других. А если вы захотите углубленное изучение профессии, то у Skillbox есть курсы, где вам помогут найти будущую работу или вернут деньги.
а 88% студентов устраиваются еще до окончания курса, в среднем через 6 месяцев обучения. Также вы получаете льготы и поддержку от государства, получите сертификат завершения обучения и обеспечите себя сильным портфолио. А обучаться можно когда и где угодно, ведь график обучения гибкий и не требует привязки к месту. А если не можете определиться, то менеджеры Skillbox обязательно вас проконсультируют. Выбирайте профессию себе по душе. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране. Третье – выражение эмоций. Люди делятся на два типа. Первые, которые подавляют свои эмоции и никогда их не выражают, копят в себе гнев, обиды, слезы. А вторые, которые этими эмоциями только и живут. Подавлять эмоции – это огромная ошибка, которая обязательно перерастет в неудовлетворенность жизнью, постоянную усталость, сильную раздражительность, проблемы с построением отношений и прочие расстройства. Таким людям становится очень тяжело выражать себя, они более замкнутые и недоступные, ведь они привыкают от эмоций убегать. А все внутри нас копится. А если не плакать, когда хочется плакать, не злиться, когда хочется злиться, не выговориться, когда хочется, то наша нервная система будет перегружаться, а за этим идут последствия. Но есть и люди, которые только и делают, что делятся своими эмоциями, в основном негативны. Они постоянно жалуются на мир вокруг, на его несправедливость и каждый происходящий ужас. Они жалуются на свою жизнь в социальных сетях, в диалогах с друзьями, и порой кажется, что вся их дружба основывается на жалобах и бесконечном нытье. Эмоции нам даны для того, чтобы мы их выражали, их анализировали, их чувствовали. Они являются нашими индикаторами, подобно запаху, который указывает на то, что блюдо испорчено и его пора выкинуть. Наш гнев, наша лень, наши негативные чувства могут указывать на то, что нам не нравится наша работа, мы общаемся с плохими людьми и пора от этого избавляться. А это нужно делать, а не просто превращать свою жизнь в бесконечное нытье, которое проблему никак не решит. Можно поплакать, поделиться проблемой с другом и ее начать исправлять. Но не каждый день на протяжении нескольких лет говорить о том, как вам все надоело, но так и не сдвинуться с места. Эмоции нужно проживать, а не жить в них. Четвертое – окружение. Зачастую, чтобы понять, какие люди нам подходят, изначально нужно, чтобы нас предали, чтобы мы пообщались с токсичными людьми, попали в плохую компанию. К вам должны относиться хреново, чтобы благодаря этому вы поняли свою самоценность, чтобы вы поняли, что не нужно бежать за человеком, который от вас убегает, и когда вас игнорируют, не нужно продолжать писать и умолять о внимании. Мы зависимы от людей вокруг, они на нас влияют, и огромной ошибкой будет, если мы будем продолжать выбирать в своей жизни таких людей. Бывает полезно, когда нам вставляют нож в спину. Это учит нас выбирать и анализировать, кому эту спину можно открывать. Но еще большей ошибкой будет продолжать общение с таким человеком и продолжать терпеть десяток этих ножей. Но есть и альтернативная ошибка. Это избегание окружения, любых отношений, помощи. Быть независимым – круто. Одиночество – замечательно, когда ты используешь его как средство изучения себя. Но если ты не заводишь друзей, не заводишь коллег, не ищешь людей по интересам, то ты совершаешь большую ошибку. Мегаполисы никогда не строились одним человеком. Всеми бизнесами руководят огромные команды, а известные нами социальные сети были придуманы и созданы друзьями или братьями. Возможно, один в поле и правда воин, но он не сможет выстоять все битвы. Изучайте себя и ищите людей, которые вам подходят или которые вас превосходят, чтобы расти вместе с ними и учиться у них. То, чем ты себя окружаешь, безумно важно. Это определяет твой путь. Пятое – перекладывание ответственности. Так много людей живут со скрытой надеждой, что их жизнь кто-то изменит. Они так любят жаловаться на жизнь и проблемы, всегда надеются найти самый короткий путь, никогда не рискуют и так часто обвиняют других людей в том, что им повезло, им во всем помогли, а к ним жизнь очень несправедлива. В свое время я сам надеялся, что все придет быстро и без усилий. Жаловался другим людям на судьбу и несправедливость, а в погоне за быстрыми деньгами очень сильно подсаживался на гэмблинг. Осознайте, что никто не придет, чтобы спасти вас. Никто не придет, чтобы изменить вашу жизнь и вести вас за ручку. Ведь дело до вашей жизни есть только у вас. Можно прочитать множество книг, посмотреть огромное количество видео, посетить сотню психологов и коучей, преподавателей, но никто не изменит вашу жизнь, пока вы сами не примете решение ее изменить. Пока не примете свою тотальную ответственность за нее, за свои действия и их отсутствие. Каждый из нас играет в свою игру с уникальным сюжетом, проблемами и своей стартовой точкой. И чтобы пройти эту игру, нужно развивать своего главного героя, исходя из того, что есть. Находить возможности или их создавать. Шестое. Вы должны все потерять. В самом начале мы слепы и наивны перед реальностью, в которой мы живем.
Мы считаем, что первая любовь – это навсегда, дружба до конца жизни и так далее. Чтобы обрести крепкую любовь, вам должны не раз разбить сердце. Чтобы понять, кто ваш настоящий друг, вы должны потерять десяток других. Ведь всегда, чтобы пришло что-то новое, нужно, чтобы ушло старое. Либо это старое нас научило на горьком опыте. Очень часто мы переосмысливаем жизнь и начинаем смотреть на привычные вещи совсем по-другому, когда мы что-то теряем. Некоторые из нас начнут задумываться о ценности времени лишь после смерти близких ему родственников или друзей. На пути будет много потерь, много боли и много уроков. Каждый раз, когда ты будешь идти на пути к новому, в твоей голове придется разрушать старый, привычный мир. Чтобы понять, чего я стою, что мне нужно и для меня важно, какие отношения строить и при каких ситуациях сразу прекращать общение, я сталкивался с абьюзом, изменами и предательством. Я терял любовь, которую наивно считал той самой. Если бы не буллинг, преследование, я бы не потерял десяток друзей и не научился бы доверию, не научился уважать себя. И очень важно в один момент потерять большую сумму денег, чтобы в будущем иметь возможность сэкономить или заработать еще больше. Кто-то становится жертвой мошенничества, неудачных инвестиций, даже импульсивные траты можно отнести к этому. Без них мы никогда не выучим уроки о рисках, не научимся финансовой грамотности, не научимся ценить свой и чужой труд, не научимся строить свое будущее, не повзрослеем. Я за свою жизнь потерял миллионы на неуспешных проектах, неудачных и необдуманных инвестициях, когда я не контролировал эмоции или просто проигрывал все деньги в надежде с легкостью заработать больше. И если бы не эти потери, я бы не смог уверенно строить свое будущее, грамотно анализировать риски, с умом тратить, инвестировать и банально ценить свое время. Об этом я рассказываю в своем обучении по финансовой грамотности, где я подробно расскажу, как избежать ошибок, подобно моим, и научиться уверенно управлять своими финансами. Вы узнаете, как устроена экономика, как грамотно инвестировать и распределять свои деньги. И самое главное, в обучении появился специальный блок по безопасным инвестициям, где мы подробно разберем доступные каждому финансовые инструменты, чтобы с минимальными рисками формировать и умножать свой капитал. И как я превращаю свои деньги в пассивный большой доход. А если вы проживаете в России, то получите подарочные акции до 20 тысяч рублей от крупных брокеров. А также вы получите доступ к закрытому клубу на 3 месяца, а там доступ к дополнительным гайдам, урокам, закрытому каналу с моими сделками, где мы вместе обсуждаем, во что инвестировать, и закрытому чату по интересам с большим сообществом единомышленников и регулярными активностями. А информация дополняется каждый месяц. И сейчас это доступно со скидкой в 50%, а доступ к курсу вы получаете навсегда. Покупая обучение, вы поддерживаете развитие канала и делаете вклад в свое будущее. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Седьмое – отсутствие дисциплины. Люди путают и не видят разницы между мотивацией и дисциплиной, акцентируя свое внимание и ожидая именно первого. Но их разница в том, что мотивация имеет исключительно временный характер. Мотивация – это про всплеск, про резкий и хаотичный импульс желания чего-то достичь и сделать, который может закончиться в любое время и привнести больше разочарований, чем результат. Она хороша, когда она является переходным этапом к дисциплине, но надеяться и ожидать мотивации и все бросать при ее отсутствии – примерно то же самое, как наркоман ждет новой дозы, без которой он не может нормально жить. А дисциплина – это постоянное повторение одного и того же, вероятно, длительное время без получения каких-либо результатов и удовольствия. Лишь со временем, когда я жил в ожидании этих всплесков или под эффектом ставил себе 100 целей и пытался выполнять их одновременно, а по итогу выгорал и разочаровывался как в себе, так и в своих мечтах, я осознал, что я выбираю не ту дорогу. Дисциплина – это умение находить удовольствие в неудобных вещах, которые может предложить жизнь. Чтение книг, медитации, усердная ежедневная работа, спорт и утренние пробежки, ледяной душ – все это сложно и неприятно в первое время, потому что мы не получаем моментального вознаграждения и импульса. Мотивация – это про то, что ты хочешь, а дисциплина – это про то, чего ты достоин. И пока мотивация дробит твой потенциал на части, не давая ему полностью раскрыться, запутывая тебя в своих желаниях в самом себе, дисциплина сделает человека свободным и целостным. Восьмое – игнорировать себя. Большая часть из вас все еще с трудом может ответить на вопрос, что вам по-настоящему нравится, кем вы хотите стать. А если я спрошу, реализовали ли вы свои мечты, что вы ответите? Мы привыкли бежать от себя и своих настоящих чувств, своих желаний. Только представьте, сколько людей прямо сейчас живут в несчастливых отношениях и семьях, терпят токсичных партнеров просто потому, что так привыкли соответствовать нормам и чужим ожиданиям. Сколько людей отказываются от своих амбиций и желаний, чтобы угодить другому человеку. Или сколько людей прямо сейчас возводят свои кумиры искусственных людей и пытаются идти по их пути, который им чужд. Ведь их таланты совершенно в другом, но они игнорируют их из-за более яркой видимой картинки. Это плохо
но и полезно. Игнорируя свои искренние желания, мы рано или поздно обязательно почувствуем дискомфорт, неудовлетворенность. Но со временем эта неудовлетворенность будет восприниматься как сигнал, и вы научитесь отсекать от себя все ненужное, говорить своим амбициям «да» и позволять себе быть тем, кто ты есть. Зачастую, чтобы понять, что тебе нужно, стоит просто прислушаться к себе и своему глубинному голосу. И порой, чтобы сохранить себя, нужно идти на жертву. Отказываться от приятных, но тянущих вас на дно отношений в пользу дела своей мечты. Отказывать человеку, которому вы никогда не отказывали, в пользу своих истинных желаний. Хочется всем угодить, всем помочь, но сможет ли подать руку помощи человек, который отрубил свою? Ну или другой пример. Когда человек вечно откладывает свою жизнь на потом, создавая лишь ее иллюзию. Учась или работая там, где ему приказали. Постоянно прокрастинировать и ничего не менять. Вечно работать и каждый день проводить одинаково, никогда не путешествуя и не изучая мир вокруг. 9. Цепляться за прошлое. Возможно, раньше жилось спокойнее, раньше жизнь казалась легче и беззаботнее. Но лишь казалось. В нашей жизни есть только настоящий момент. Прошлое, его уже не существует. Это история. Будущее, мы его не знаем, мы можем лишь способствовать его развитию своими действиями в настоящем. Существует только то мгновение, в котором вы сейчас себя ощущаете и осознаете. Не нужно бесконечно рефлексировать о прошлом, пытаться его вернуть и стоять на месте. Несколько лет задумываясь о том, что раньше мне жилось лучше, думая о предыдущем опыте и отношениях, я понял одно. Ты в прошлом – это единственный человек, лучше которого тебе нужно быть. Ты в настоящем – это единственный человек, чье счастье должно быть в твоем приоритете. Если вас посещают мысли о том, что раньше ваша жизнь была лучше, значит нужно двигаться дальше. Значит, вы еще не построили жизнь своей мечты, и нельзя останавливаться. А наше прошлое – это наш учитель, а не якорь, который нас удерживает от развития. Все самое лучшее с вами обязательно произойдет, а если оно еще не произошло, то значит, еще не пришло время. Не бойтесь изменений, не держитесь за старые привычки, старых людей и обстоятельства, иначе это верный путь к стагнации. И 10. Не учиться на своих ошибках. Я считаю, что страдания, боль, неудача и зло – это наш лучший учитель и самый драгоценный опыт. И как бы не было больно в моменте, я всегда этому благодарен. Ведь сотня улыбок на моем лице не была бы возможна, если бы до этого я 1000 раз не ошибся и не пролил слезы, не применил этот опыт и не превратил свою жизнь в ту, которая и вызывает у меня улыбку. Годами у меня ничего не получалось, я встречал одни и те же проблемы в отношениях с разными людьми до тех пор, пока я не осознал. Все это повторяется, потому что я не усвоил урок. Что ничего не изменится, у тебя ничего не появится и не получится, пока ты себя к этому не подготовишь, пока ты не начнешь учиться у своих проблем. И все озвученные ошибки – это ваши точки роста, ваш самый драгоценный опыт, который с вами уже произошел, произойдет, или через который вы сейчас проходите. Но нужно учиться, пока не стало слишком поздно. Пока вы не состарились и не осознали, что вы никогда не любили свою жену или мужа, вы нигде не были и ничего из этой жизни не запомнили, а здоровье уже не позволяет. Многое себе запрещали и совсем не прочувствовали жизни в целом, жили чужой жизнью, а не своей. Именно поэтому ошибки необходимо совершать, их анализировать и на них учиться. Ведь гораздо лучше разочароваться в своей жизни и в своих действиях в 20 или 30 лет и кардинально изменить ее, чем на больничной койке, делая последний свой вздох. И чтобы жизнь обрела новые краски и открыла вам новые горизонты вашей личности, новые возможности, я рекомендую вам почаще совершать ошибки. Меня зовут Альберт, подписывайтесь на канал, а также на соцсети в описании. Будьте счастливы и всего хорошего.